Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео речь пойдет о реверсивном стемпинге и о раскрашенном стемпинге именно гель-лаками. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Думаю, не я одна любительница реверсивного стемпинга, которая хоть раз задавалась такой целью, чтобы раскрасить реверсивный стемпинг именно гель-лаками. При этом именно отпечатывать рисунок с пластины на штамп лично мне нравится больше обычными лаками для стемпинга. Гель-лаки, гель-краски для стемпинга у меня как-то не особо в ходу, и для того, чтобы отпечатать рисунок, я использую их очень редко. К тому же я являюсь любительницей прозрачных силиконовых подушечек в штампах с хорошим обзором, для того, чтобы мне потом просто было проще перенести уже готовый рисунок на ноготок. Но, к сожалению, именно если, скажем так, гель-лаком начать что-то раскрашивать на такой прозрачной силиконовой подушечке, то этот самый гель-лак, он просто скатывается. Думаю, многие пробовали это, либо видели, может быть, а может просто это знают. Мне просто очень хотелось раскрашивать стемпинг гель-лаками на прозрачном силиконовом штампе. И поэтому я долго мучилась и в итоге нашла решение этой задачи. Теперь делюсь этим с вами, возможно, кому-то это пригодится. А в итоге решение оказалось очень простым. Мне понадобится суперсушка. В данном видео я буду использовать Go Fast от Dance Legend. На самом деле для этого способа может подойти любая сушка. Самое главное, чтобы она не особо смазывала стемпинг. Чуть позже я покажу вам, как можно использовать топ от Katz, который не смазывает стемпинг. Там немножко будет разница в нанесении, но тем не менее этот способ и с тем топом тоже работает. Итак, я отпечатала рисунок с пластины для стемпинга обычным лаком для стемпинга на силиконовую прозрачную подушечку. Как я уже сказала, именно отпечатывать рисунок с пластины мне больше нравится обычными лаками для стемпинга, что, собственно, я и сделала. Теперь прямо на силиконовом штампе я перекрываю стемпинг рисунок этим самым топом-сушкой. Топ этот обычный, не гель-топ. Тут самая главная задача – это не смазать стемпинг рисунок. В процессе нанесения сушки не бойтесь, что слой будет толстый. На силиконовом штампе, даже если вы толстую каплю выложите, толстым он не будет. Это обычный топ, поэтому тут никакого явного объема или что-то такого не будет. Я повторюсь, но на этом этапе самое главное – это не смазать стемпинг рисунок. Через 2 минуты топ на силиконовом штампе высохнет, и, соответственно, можно уже раскрашивать этот стемпинг рисунок гель-лаками. Уверена, некоторые сейчас скажут: ой, это же так просто, но не торопитесь радоваться. Этот способ мне пришлось еще много дорабатывать, потому что тут есть кое-какие нюансы. И, конечно же, я с вами этими нюансами поделюсь. Но для начала давайте о плюсах. Безусловно, раскрашивать стемпинг рисунок гель-лаками намного удобнее, тем более это происходит сразу на штампе, то есть потом можно перенести рисунок со штампа сразу на ноготок. К тому же, когда мы раскрашиваем реверсивный стемпинг обычными лаками, либо лаками для стемпинга, как правило, эти лаки, они очень быстро сохнут, и, соответственно, то есть расход материала значительно увеличивается. Кстати, как раз сейчас я показываю, что я, в принципе, раскрасила все цветочки на штампе гель-лаком, и лак никуда не скатался, и я еще даже не сушила ни один цветок. Еще одним из плюсов этого способа является то, что когда мы раскрашиваем стемпинг гель-лаками, мы можем сделать градиент, так как гель-лаки, они, собственно, не сохнут, пока мы их в лампу не поместим. Поэтому можно себе раскрашивать как угодно до тех пор, пока вам, собственно, не будет нравиться картинка. И получается, что вам теперь не нужно иметь в своей коллекции 50 оттенков серого лака для стемпинга, потому что у вас есть тот самый серый гель-лак, который вы, собственно, и используете в качестве покрытия на ноготках.
Приведу пример. Не знаю, как у вас, но вот лично у меня часто такое бывало. Предположим, основное покрытие – это гель-лак с эффектом кошачий глаз. И тут на одном ноготке хочется сделать какой-нибудь дизайн в технике реверсивный стемпинг, но, к сожалению, обычного лака для стемпинга с таким эффектом, ну или такого оттенка просто нет. Вот как раз-таки для таких случаев этот способ и пригодится. После того, как мы раскрасили рисунок на штампе, мы отправляем все это на полимеризацию в течение 2-3 секунд, не больше. Чуть позже я объясню почему. Ну, а после полимеризации нам нужно будет перенести этот рисунок уже со штампа на, ну, в данном случае на типс. И для этого мне понадобится праймер. Основная задача праймера в данном случае – это создать тот самый липкий слой, к которому очень хорошо пристанет наш стемпинг-рисунок. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на прозрачную подложку, которую мы делали при помощи сушки. Она, ну вот где-то там торчит, выпирает, то есть вот есть такие лишние, скажем так, участки. Их можно легко срезать ножничками, либо растворить при помощи этого же самого праймера. То есть, если эта пленка как-то где-то что-то особо мешает, просто возьмите праймер, пройдитесь прямо вот поверх этой пленочки аккуратненько, и эта вот подложка, она, ну вот не совсем прям, чтобы раствориться, да, но она, ну вот как-то, я не знаю, как будто расплавится, да, вот по-другому, просто другого выражения не смогла подобрать. При этом особо усердствовать не нужно. Помните, что сам рисунок с пластины мы отпечатывали обычным лаком, поэтому будьте в этом плане аккуратнее. К тому же, когда мы перекроем уже этот дизайн одним слоем базы и одним слоем топа, то этой пленочки будет абсолютно совсем не видно. Почему именно слой базы и потом уже слой топа? Ну, во-первых, все-таки мы отпечатывали рисунок с пластины обычным лаком для стемпинга. К тому же мы использовали топ-сушку, тоже обычную, не гель, и эта пленочка, она все-таки на покрытие осталась. Соответственно, для сцепки дальнейшего материала, да, такого как топ, нам все-таки лучше использовать базу. Сначала, а потом уже после базы топ. При этом реверсивный стемпинг – это все-таки какой-никакой, но объемный дизайн. Раскрашиваете вы его обычными лаками, либо лаками для стемпинга, либо вот как в данном случае гель-лаками. Объем все равно появляется. Поэтому лучше все-таки сначала выровнять поверхность базой, а затем уже нанести топ. А я тем временем отпечатала еще один рисунок с пластины для стемпинга. Теперь при помощи кисточки, смоченной в ацетоносодержащей жидкости, я просто, ну, скажем так, размываю те элементы, которые мне не нужны. Для того, чтобы эти элементы не потянули за собой, когда я буду убирать их скотчем, да, те элементы, которые мне нужны. И вот теперь при помощи маленького скотча я уже удаляю со штампа те фрагменты рисунка, которые мне не понадобятся. Как и обещала, покажу вам этот же способ раскрашивания гель-лаками, только при использовании топа от торговой марки Katz. Это топ, который не смазывает стемпинг. Думаю, у многих, кто занимается стемпингом, этот топ есть. Только, пожалуйста, вы сразу не пугайтесь. Тут покрытие рисунка на штампе немножко, скажем так, другое. Вот как вы сами сейчас видите, я вот по всей поверхности силиконового штампа мазюкаю этот топ. Да, он скатывается. То есть на штампе силиконовом, на прозрачном он скатывается. Но заметьте, сам рисунок, сколько бы я ни возила кисточкой, рисунок не смазывается. При этом именно вот нужно вот так часто и долго, скажем так, ну, долго относительно, да, мазюкать туда-сюда кисточкой, для того, чтобы капли, которые
скатываются, не были большими. То есть вот мы вот так вот повозюкали, и в тот момент, когда мы чувствуем, что топ немножко подстывает, мы останавливаемся и перестаем возюкать. Да, разводы есть, но больших капель нет. И на самом штампе уже в принципе образовалась та самая тоненькая пленочка, которая и позволит нам на штамп уже наносить гель-лак. В первом случае топ-сушка от Dance Legend, она все-таки смазывает стемпинг, соответственно, возить ею вот так вот кисточкой по нескольку раз не стоит, потому что рисунок просто-напросто смажется. Но стоит заметить, что топ-сушка от Dance Legend, она особо не скатывается на поверхности силиконового штампа. В данном случае топ от Katz, он жидкий, конечно, он быстрее скатывается на штампе, но, тем не менее, он не смазывает стемпинг, как бы вы ни возюкали и сколько бы вы ни возюкали кисточкой. Тут самое главное, то есть не бойтесь, да, вот по нескольку раз проходиться кисточкой туда-сюда. То есть, как я сказала, делать это нужно до тех пор, пока вы не почувствуете, что топ начал уже застывать. Это гарантия того, что на поверхности силиконового штампа уже образовался тонкий слой этого самого топа. Безусловно, слой топа на поверхности неравномерный. Вы сами видите сейчас на своих экранах то, что у меня остались на подушечке штампа разводы. Но это все-таки тонкий слой, и он никак не мешает при раскраске рисунка гель-лаками. Самое главное здесь, да, вот на этом этапе, это не оставить больших капель. Короче говоря, в общем, чтобы не было больших капель, мы, собственно, и возюкаем кисточкой туда-сюда часто, и это длится примерно где-то 30-40 секунд, потому что все-таки слой на самом силиконовом штампе, он тонкий, поэтому он, в принципе, быстро сохнет. Поэтому буквально 20-30 секунд возюкаем кисточкой туда-сюда, и вот когда он уже, вы чувствуете, когда он начинает застывать, то есть кисточка, она уже не так хорошо скользит, скажем так. Вот, наверное, такое будет примечание, то все, перестаем возюкать и ждем, пока топ на поверхности полностью высохнет. После того, как мы раскрасили рисунок, мы отправляем его в лампу на полимеризацию в течение 2-3 секунд буквально. Почему? Потому что, во-первых, тут тонкий слой. Во-вторых, гель-лак после полимеризации – это все-таки хрупкий материал, который трескается, а нам нужно сохранить пластичность. И только после того, когда мы перенесли уже готовый дизайн на ноготок там, или типс, только после этого мы отправляем типс или руку в лампу на полную полимеризацию. Как вы сейчас сами видите, то есть после того, как мы перенесли рисунок, у нас вот эта вот пленочка, вот она висит, то есть торчит, и сейчас я ее просто подрезаю. Хотя стоит заметить, что данный топ тоже хорошо, скажем так, плавится, немного растворяется при воздействии на него праймером. Итак, я уже полностью просушила дизайн в лампе, и сейчас при помощи гель-лака, то есть уже поверх рисунка, гель-лаком раскрашиваю те элементы, которые, например, я хочу сделать зеленым, так как весь рисунок я отпечатывала красным лаком для стемпинга. Также отправляю в лампу, хорошо просушиваю, и можно перекрывать уже дизайн сначала слоем базы, выравнивающим слоем базы, а затем уже слоем топа. Сейчас хочу обратить ваше внимание то, что в принципе пленку, подложку, которую мы делали при помощи топа Katz, да, я не убирала с типса, я просто подрезала по краям. И вот посмотрите, после перекрытия базы и топа, то есть в принципе никакой пленки на поверхности ее нет и ее не видно. А теперь о нюансах. При раскрашивании стемпинг рисунка гель-лаком вам будет казаться, что вот там где-то что-то там, какие-то проплешины, там еще что-то, потому что немногие гель-лаки пигментированы.
Если бы мы раскрашивали стемпинг рисунок обычными, скажем так, лаками для стемпинга, конечно, рисунок получается более там ярким, насыщенным там и все такое, да. Но не переживайте, после полимеризации цвет гель-лака будет ровно таким, как и на других ноготках, где вы нанесли этот цвет, ну вот просто как цветное покрытие. Но основное тут то, что наносить, именно раскрашивать стемпинг рисунок гель-лаками нужно в тонкий слой. Иначе созданный вами слайдер будет хрупким. Потому что, как я уже сказала, гель-лак после полимеризации он может треснуть, да, трескаться. Это хрупкий материал. Вот, соответственно, резюмируя все это, получается, что чем тоньше слой при раскрашивании гель-лаком, тем более пластичный получается слайдер. Еще есть такой момент. Если раскрашивать прям вот толстый слой, наносить гель-лака при раскрашивании, да, соответственно, у вас будет более объемный дизайн, и сам слайдер будет менее пластичным, и уже разместить на поверхности, на ноготке или на типсе его будет уже не так легко и не так просто. Я знаю, что многие мастера будут спрашивать, а можно ли заготовить такие слайдеры заранее, для того, чтобы когда пришел клиент, вот просто ему взять, раз так перенести на ноготок и все готово. Да, вот как раз таки сейчас я вам показываю слайдер, который был изготовлен заранее и был полностью просушен. Но, я еще раз повторюсь, он уже не настолько эластичен. Хотя, я еще раз скажу, чем тоньше слой, тем более эластичным остается слайдер. Дальше речь пойдет о такой технике, как раскрашенный стемпинг. То есть мы отпечатываем стемпинг рисунок. В данном случае я делаю это опять-таки обычными лаками для стемпинга. И уже поверх раскрашиваем гель-лаками. В своих прошлых видео я уже неоднократно показывала такие дизайны, но не заостряла на этом внимание. В этом видео я просто хочу показать вам, как можно совместить два этих способа. Поэтому, собственно, и, ну вот скажем так, хочу вместе с вами разобрать все эти моменты. Здесь, как вы видите, типс перекрыт черным гель-лаком, и на него отпечатан рисунок, стемпинг-рисунок, белым лаком для стемпинга. В данном случае, как вы сами сейчас видите, я довольно небрежно раскрашиваю стемпинг-рисунок, потому что я не боюсь выйти за рамки самого рисунка. Дело в том, что именно за счет того, что подложка у меня темного цвета. Если бы подложка была у меня более светлого тона, то, конечно, раскрашивать мне пришлось бы более аккуратно. Также стоит заметить, что рисунок, который я подобрала с пластины, полый. То есть здесь вот прям возюкай, малюй, да, то есть как бы закрасить, есть что закрасить, скажем так. Если рисунок состоит из тонких линий, то тогда уже ситуация, конечно, в корне меняется. Ну, конечно, безусловным плюсом в этой технике является то, что раскрашиваем мы гель-лаками, соответственно, можем раскрашивать до тех пор, пока нам не понравится результат. Сейчас, заметьте, я взяла типс, перекрытый белым гель-лаком, и отпечатала уже такой рисунок с более тонкими линиями. Кстати, сам рисунок с пластины я отпечатала серым обычным лаком для стемпинга. Сделала я это для того, чтобы мне было просто проще раскрашивать сам рисунок. Обозначила глаз, губы, раскрасила, скажем так, волосы, да, гель-лаками. И, собственно, вот что получается. То есть для этого не обязательно использовать именно темную подложку, да, можно использовать любую по цвету. Теперь по поводу совмещения этих двух техник. Я уже отпечатала на штампик рисунок, сделала подложку из топа, раскрасила его гель-лаками, этот рисунок, и теперь переношу этот рисунок на типс, создав липкий слой при помощи праймера. Теперь мне хочется создать какой-то такой объем цветочком и на лицо девушки добавить там румянец, скажем так. Конечно, все это я могла бы сделать на том этапе, когда раскрашивала рисунок гель-лаками с обратной стороны, да. Но постоянно вот следить, вот, чтобы сделать такую вот легкую растушевку, да, то есть приходится постоянно следить, вот изнанка, лицо, постоянно переворачивать штамп. И как бы это не совсем удобно и занимает много времени. Намного проще
проще это сделать уже после того, как мы перенесли рисунок непосредственно на ноготок, ну или как в данном случае на типс. Данная техника называется раскрашенный стемпинг. А что нужно при этом понимать, да? То есть если мы не выходим за рамки стемпинг рисунка, то это раскрашенный стемпинг. А вот если мы выходим за рамки стемпинг рисунка, то это уже считается прорисовкой. Возможно, на этом этапе сейчас кто-то скажет, какой смысл был раскрашивать стемпинг с обратной стороны, если в принципе гель-лаками можно было это сделать и уже с лицевой стороны после того, как мы перенесли рисунок на типс. На самом деле это не так. Дело в том, что раскрасить стемпинг рисунок именно с лицевой стороны не будет так плавно, так ровно, да, то есть ложится гель-лак. Соответственно, если раскрашивать с лицевой стороны, это будет очень коряво. А вот если мы раскрашиваем с обратной стороны, то лицевая сторона получается гладкая и ровная. Ну и, конечно, добавить уже какие-то штрихи, да, то есть с лицевой стороны мы добавляем только какие-то штрихи, то есть где-то, может быть, затемнили, где-то, может быть, что-то выделили. Вообще, я из тех, кто любит заморочиться с дизайнами. Мне нравится сам процесс создания. Когда мы рассматриваем рисунок на стемпинг-пластине, конечно, мы в первую очередь думаем, каким же цветом его отпечатать. Да? Вот здесь представлена композиция, которую, в принципе, изначально хочется, лично мне хочется как-то раскрасить, да, что-то выделить. Тут вот и шляпа, и бабочки. Соответственно, в первую очередь мы принимаем решение, каким цветом мы будем отпечатывать этот рисунок. Можно, конечно, попробовать, да, на каждую бабочку поставить там лак для стемпинга, там красный, желтый, зеленый, на лицо девушки там коричневый, на волосы коричневый, попробовать смахнуть все это дело скрапером и отпечатать на штамп для стемпинга, да, но я уверена, что все равно краски, они все равно между собой смешаются, и где-то может получиться грязь, либо, бабочка не совсем желтая, или там на волосы где-то попадет там какая-то там зеленый какой-то лак для стемпинга. Тем не менее, отпечатав весь рисунок коричневым лаком для стемпинга, обычным лаком для стемпинга, теперь можно уже раскрашивать и выделять какие-то моменты. Собственно, буду я это делать техниками, которые я показывала ранее. Здесь ничего нового, просто я хочу заострить ваше внимание, то, что мне хотелось бы выделить шляпу, да, то есть выделить бабочек, ну и, конечно, сделать лицо девушки более фактурным, привлекательным, что-то в этом роде. Так как это стемпинг рисунок, то все линии тонкие, и если мы продублируем полоски на шляпе коричневым лаком, то где-то мы уже можем создать тень, то есть где-то эти полоски будут темнее, а где-то светлее. И вот я уже сделала это за кадром, чтобы не занимать, скажем так, ваше время, потому что это второе длинное видео на моем канале, и под первым видео было очень много негатива, так как всем казалось, что вот я как-то очень там сильно растянула, хотя единственной моей задачей было это просто как можно подробнее все рассказать и показать. А вот, собственно, уже за кадром я сделала подложку из топа и уже раскрасила гель-лаками всю, собственно, отпечатанную стемпинг-картину. И вот здесь вот посмотрите, получается, да, я вроде бы выделила бабочек, вроде бы и волосы там, да, там закрасила лаком посветлее, там губы, лицо выделила, шляпу, да, то есть все как бы, вроде бы все хорошо, но с лицевой стороны, да, с лицевой стороны, тут мне уже не нравятся кое-какие бабочки. То есть вот заметьте, там вот бабочки, которые, если честно, да, что-то в них не так, и как-то что-то мне они не понравились. Как же сделать теперь эти бабочки более интересными? Кстати, вот тут я хочу обратить ваше внимание, что вот когда мы уже перенесли рисунок со штампа на типс, посмотрите, насколько тонкая подложка, насколько, в принципе, эластичный получается слайдер, да, то есть, как бы, да, я подрезаю там лишнее, но, тем не менее, заметьте, сам рисунок был полностью раскрашен гель
лаками. И при этом вот этот слайдер созданный, да, он не получается толстым, он нигде не топорщится, нигде не торчит, да, то есть как бы и все ровненько, и все гладенько. Ну, давайте вернемся к бабочкам. Для того, конечно, можно там что-то подкрасить, как-то мы же не выходим, да, за рамки стемпинг рисунка. Ну, это такая мелкая точечная работа, что вот лично я посчитала, что ну вот зачем, когда можно просто отпечатать еще несколько таких бабочек, раскрасить их уже так, как вам хочется, такими, какими вы хотите их видеть, и поверх просто-напросто уже потом отпечатать. Ну а для того, чтобы эти бабочки уже прилипли в нужных местах, просто я использую опять-таки праймер, практически полусухой кисточкой, вот так вот просто прикладываю кисточку к поверхности, туда, куда, собственно, мне и нужно приклеить другую бабочку, и после этого отпечатываю. Конечно, я добавила девушке румянца. И по итогу, понимаете, у нас уже получается такая картина, где вот сложно понять, да, то есть каким цветом, в принципе, был изначально отпечатан рисунок. На самом деле стемпинг, он очень многогранный. Можно как просто отпечатать рисунок, так вот и заморочиться. Может быть, мои подписчики помнят, где-то 1,5-2 года назад я делала такой объемный стемпинг. Мне тоже эта техника очень нравится, и я над ней работаю. Знать все эти техники, конечно, кому не надо, ну и не надо, но, возможно, кому-то это пригодится. Лично мне знание всех этих техник пригодилось для участия в чемпионатах. И если вам, кстати, интересна эта тема про каждый чемпионат, посмотреть, какие работы я делала, напишите в комментариях, что да, было бы интересно, и я постараюсь снять об этом видео. Ну, а я только надеюсь, что это видео было хоть кому-то полезным. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну и по традиции желаю вам всего самого наилучшего и до скорых встреч!